Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. У нас сегодня очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас ПТшка на обзоре, шведская 7 уровня, АКВ 90Б. Вот такая вот чудная машина. Вот, полноценный гайд-обзор сегодня у нас. И предлагаю начать, конечно же, с бронирования. Давайте глянем, а есть ли там броня? Погнали. Ну и вот наша ПТшечка. Давайте очень быстро смотреть. 12, 12, 12, 10, 15, 13, 10. 10. Боковое 12. Ребята, здесь брони не то, что нет совсем. А если ветер подует и поднимет какую-то, там, не знаю, мелкую щебень и ветки с земли, нас может пробить. Брони нету. Вот от слова вообще ЛТшки. ЛТшки на 7 уровне бронированы гораздо серьезнее, чем это ПТС. Так, выяснили. Брони в этой штуке нет от слова совсем. Даже не картон, бумага. Хорошо, давайте смотреть основные модули. Пушечка сток, пушечка топ. Ну и что мы видим? Одинаковая альфа, здесь больше бронепробития, быстрее заряжается, чуть выше ДПМ, лучше точность, сведение чуть-чуть хуже. Конечно, нас интересует топовое орудие. Также для ПТ САУ, особенно без брони, которая чисто кустовая, интересует дальность связи. Обязательно качайте, чтобы занимать позиции, качайте топовый двигатель, ну и ходовую, чтобы на месте ловчей крутилось. Теперь, что у нас здесь? Поскольку скорость поворота ходовой, ну на месте она на самом деле движется и так неплохо, поэтому лучше качайте усиленную ходовую, огневую мощь открываем, смотрим, сведение хромает, точность более-менее, притирка шестерни наведения, здесь мы к незаметности после выстрела, это даже не обсуждается. Вот. Это касаемо полевой модернизации. По оборудованию. Всегда ставите в основной слот, дающий дополнительный буст на огневую мощь, досыл. А дальше как что вашей душе угодно. Я считаю, при отсутствии брони эту ПТшку кустовой. Нельзя ни в коем образом нам светиться, потому что нас фугасами просто разрывают на части. Фугасами. Абсолютно любой танк, ЛТ, средний, тяжелый, неважно кто, и мы очень сильно боимся арты. Мы просто отлетаем сразу в ангар. Поэтому кустовая ПТ всегда ставите досыл, а дальше что вашей душе угодно. Я вот поставил серию трубы и вентилятор. Сюда можно еще накинуть, к примеру, маскировочную 6, малошумную систему выхлопа. Можно поставить усиленный привод наводки при условии, что у нас также все-таки пушка, ну так сводится, прям не прям супер-супер. Вот это на ваш там, как кто привык. Я считаю, что вот такой комплект оптимальный. А по снарядам. У нас основной снаряд летит невероятные почти 1300 метров бронебойный. Голда у нас кумулятивная летит тоже хорошо, 950. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель. Экипаж у нас 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите перед собой. Теперь по орудию. Углы вертикальной наводки у нас невероятно хорошие. Минус 10. Минус 10. По ХП у нас 800. И это в первую очередь опять же говорит, что это кустовая ПТшка. По мобильности все вообще отлично. 65 вперед, 20 назад, почти 23 лошади на тонн. Никакой турбины тут нафиг не надо. Тем более, что мы кустовая ПТ. Вот. По незаметности у нас 41,63. И это еще при том, что у нас не вкачан перк незаметности. Вернее, не у всех вкачан перк незаметности. Здесь можно раскачать где-то до 45. По обзору со стереотрубами у нас невероятные 463 метра, что очень себе неплохо. По плюсам и минусам этой ПТшки. Ну, брони здесь нету, это не может быть минусом, потому что это кустовая ПТшка из засады. По подвижности плюс, по орудию во всех аспектах, скорость полета снаряда, УВН,
Сведение, в принципе, нормальное. Да, точность орудия, все одни сплошные. Плюс по обзору плюсы. Вот, по незаметности жирный плюс. То есть, по сути, у нас здесь только таких ярко выраженных два минуса. У нас нет поворотной рубки, приходится крутить с корпусом. И отсутствие, полное отсутствие брони. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Посмотрим, как данная ПТ-САУ играет в современном рендоме. Погнали. Попали мы к шестеркам. Да. У нас шведская ПТ-САУ 7 уровня IKV-90B. Сейчас мы затестим. Поставил я серию трубы. Да. Здесь бы, наверное, пригодилась просветленка. Бы лучше, наверное, подошла. Так, две арты в бою. Ну, у нас царский обзор хотя бы теперь. Экипаж бы еще был на 100% помочь. Ну, вообще классно. Подвижность просто шикарная. Раз и залетели. Так, ну, чё, где кто на центре будет? Будет. Но не там, где нам надо. Да. Ох, у нас по леву будет прорыв, я чувствую, 1 Т-34, 85 туда поехал. Сейчас его быстренько уработаю и потом за нас возьму. Хорошо, что я далеко от базы не уехал, походу придется возвращаться и дефить. Надо было сводиться. Дурное. Сейчас его зафармит без меня. Так, Черчилля там сейчас, скорее всего, работает. Слева у нас и так танков куча. Надо центр подфармить. 500 на света есть. Хорошо. Конечно. Очень хорошо. Так, ну давай чуть-чуть. Они еще раз фармят бонус код. Ну это что ж ты вот... Вот. Нате. Хорошее точное орудие. О! Да, от итальянца получил. Не отъехал вовремя. Получай, называется. Так. Так. Вот. Опять итальянец. Сверху откуда-то. Гаденыш. Интересно, откуда он гасит? Отлетел. Черчилль красавчик.
Интересно, где у них все-таки Итальяшка? Непонятно. Надо вперед, надо поджимать. Хорошая подвижность. Что, у нас сумма уже 1,5К есть. Вот вам стереотрубы. Старт. Не, ну это мы в пиксель не заложим. Есть. Павлак танк фармим. У нас один Крусадер остался. Вот бежим. Тихо. Там сейчас итальянец полезет. А итальяшка полезет сейчас. И будет собака от башки играть. Фиг пробьешь. Хотя... О. Нарисовался. Все. Тут итальянца забрали. Включаем пониженную, повышенную, точнее, вперед. Летим на всех парусах. Ой, Е-25, для какая бойка. Вон, с автой мы угадали. Не понял, а где их оттого? Вот он. Собакин, а? Вот Собакин, убежись. Ну да ладно, осталась одна Е-25. О, Квас у нас тут отдыхает. Да ты его даже подвинуть не... Давай, подвинь друга-то. Ну, сможет его перевернуть?
сможет. Да, Е25 грозный враг. Как квасок перевернулся. Что можно сказать про нашу ПТ-шку АКВ-90? Б. Вот. Интересная машина с хорошей подвижностью, с отличным орудием точно. Еще бы нормально 100% обученный экипаж, и можно было бы грязь творить. А, кстати, Е25 может будет затащить вообще-то к 100. О! Здравствуйте. Вот. Она перед ДПМ. Вообще была тараном убила. Так. Ну, обидно будет, если сейчас сольем этот бой. Подвижная гадость. Все. Отъехал. Ладно, победа. Хорошее точное орудие. Сколько у нас суммы получилось? 1300, грубо. Ой, 1300. 2300 суммы. Ну, пойдет. Понятно, что в бою там с меньшими левелами, но все равно сойдет. Сойдет. Не стыдное, да? Третье место по урону. Ладно, в целом, ПТшка интересная. В первую очередь своего орудия и своей подвижности. По поводу оборудки. Благодаря, опять же, стереотрубам, возможно, здесь нормально зайдет и просветленная оптика, кстати говоря. Будет засвет, будет дополнительный ассист по засвету, а это ваше серебро, ваш опыт и все такое. Да и в прокачке самой ветки. Я ей поставлю по 5-бальной системе. Ну, как минимум 4 твердо. Вот, ПТшка годная. В ангаре может находиться, и иногда на ней даже можно выезжать после того, как вы прокачаете ветку. Так что, ребята, ставим прям плюс ей. Вот, подписывайтесь на канал, прожимайте лайкосы. Вот. Ну, а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.